Сегодня в выпуске армейские истории от Тэхёна, Чимина и Чонгука. Кроме того, в дом Чонгука попытались проникнуть, а также Чимин жалуется на то, что его раздуло. Фанаты BTS критикуют хайп за трансляцию VARM, а именно за некоторые технические проблемы. Кроме того, сама компания Hype готова встретиться с Мин Хи Джин снова. Концертные новости при участии Ле Серафим, Тэйана, Супер Джуниор, Плейв и не только. Лиз Изайв сияет на обложке модного журнала, а новое шоу «Мнет» шокирует числом участников. Участник Seventeen и G-Dragon пожертвовали деньги на благотворительность. Участник The Boys извиняется за слухи о предполагаемых отношениях. В то же время фанаты напуганы, шокированы и озадачены предполагаемым будущим группы New Jeans. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 261. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, ниже комментарии. Прошу поадекватнее, но мои просьбы никогда не будут услышаны. Также Donation Alert, ссылка в описании для разовой помощи, или изредка помощи, или часто, но по чуть-чуть, как хотите. Бусти, там же ссылка для раннего доступа дополнительного контента и стабильной поддержки выхода адекватных нормальных новостей. Кроме того, защитный баннер на экране. По факту, просто картинка с буквами для тех, для кого она предназначена, поэтому просто заслоняет стену в начале выпуска. Да-да. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали. Заголовок данной новости гласит, что преступления Hype войдут в историю, и Мин Хи Джин тут тоже будет. Давайте подробней. 12 июня 2025 года Центральный окружной суд Сеула провел ключевое слушание по делу между Мин Хи Джин, бывшим гендиректором лейбла Эйдор, и Hype Corporation, крупнейшим конгломератом южнокорейской музыкальной индустрии. Этот судебный процесс, пристально отслеживаемый общественностью, раскрывает ряд напряженных вопросов, связанных с управлением, владением артистической собственностью и менеджментом талантов в сверхконкурентном мире кей-поп. В основе конфликта опцион на продажу и сумма в 19,2 миллиона евро. В центре спора пункт о так называемом пут-опционе, который позволял Мин Хи Джин потребовать от Hype выкупить 75% ее долей, что составляло 13,5% капитала Эйдор. Сумма выкупа основывалась на 13-кратном размере средней операционной прибыли компании Эйдор за 2 года. Мин Хи Джин требует в общей сложности 19,2 миллиона евро. Hype отказывается от этой сделки, утверждая, что Мин Хи Джин нарушила условия контракта, и поэтому пункт о пут-опционе недействителен. Компания Hype заявляет, что соглашение было расторгнуто еще в июле 2024 года из-за действий, которые она квалифицирует как недобросовестные. Hype обвиняет Мин Хи Джин в попытке захватить контроль над New Jeans, одновременно готовя стратегический уход из Эйдор. Во время слушания Hype заявили, цитата, «Ответчица обязалась не совершать никаких действий, способных нанести ущерб компании. Однако она действовала вопреки этому обязательству, что послужило основанием для расторжения соглашения и активации опциона на покупку». Далее обвинение Hype. Подробности предполагаемых нарушений. Hype обвиняет Мин Хи Джин в том, что еще в марте 2024 года она изучала эксклюзивные контракты участниц New Jeans и организовала встречу с их родителями 29 марта в офисе Эйдор. Цитата, повторяющиеся выражения в письмах, такие как «сбивающий с толку», прямо указывают на нее. Она даже указывала, кому отправлять сообщение, просила включить туда имя отца Хиин, уточнил председатель Hype. Она получила существенное вознаграждение, одновременно работая за кулисами над отделением от Hype. Теперь она требует, чтобы мы выкупили ее доли за 19,2 миллиона евро, что неприемлемо, заявил адвокат Hype. Далее буду очень сильно сокращать, потому что все это у нас еще будет идти на протяжении, может быть, нескольких лет, ну и как минимум месяцев. Поэтому далее Мин Хи Джин предъявляет Hype за незаконный аудит и фиктивные сценарии. Потом идет рассуждение о том, какое будущее у группы A-Elite, которую обвиняли в том, что они являются копией New Jeans, и там тоже из-за этого идет конфликт из-за интеллектуальной собственности, предполагаемо нарушили права на нее, нет, непонятно. И вообще про будущее индустрии. Обе стороны договорились объединить судебные процедуры для повышения эффективности. Исход оспаривания действительности контракта напрямую определит, может ли быть применен пункт о пут-опционе. Посредством этого судебного процесса ставится под сомнение баланс между художественной свободой, стратегическим управлением артистами и весом крупных развлекательных конгломератов. Вердикт может переопределить соотношение сил между создателями и инвесторами в индустрии, которая все больше управляется цифрами. Добро пожаловать в наш реальный мир. Кей-поп-индустрия в первую очередь про деньги, а не про творчество. Как бы это грустно для большинства не звучало. Но, тем не менее, на сдачу мы получаем отличных артистов и интересные музыкальные композиции, клипы и так далее.
принципе, учитывая, какой объем так называемой сдачи мы получаем, не думаю, что все так плохо, но с другой стороны, разборки между Хайп, Эйдор, Минхиджин, вот это все продолжается долго, будет продолжаться, и время от времени будем об этом вспоминать. Какие можно сделать выводы, основываясь на том, что ничего не сказано по факту от обеих сторон, а только предположения? Да никакие, двигаемся дальше. Фанаты BTS критикуют Хайп за то, что они сделали с трансляцией двух участников. Давайте подробней. 10 июня 2025 года RM и V порадовали фанатов, подключившись к прямому эфиру на Weverse. Это было их первое появление с момента завершения обязательной военной службы. После официальной церемонии демобилизации в спортивном парке Чунчхона оба участника вернулись в штаб-квартиру Хайп для трансляции из комнаты, украшенной воздушными шарами и тортами. Торты. Проблемы с Weverse омрачили радость фанатов. Этот короткий, но эмоциональный момент был долгожданным для армии, которые ждали возвращения почти 18 месяцев, однако энтузиазм быстро сменился разочарованием. Платформа Weverse стала объектом многочисленных нареканий, в частности из-за, цитата, задержек или полного отсутствия уведомления, а главное из-за полного отсутствия прямого перевода. В Иксе, бывшем Твиттере, многие фанаты выразили недовольство этими сбоями. Некоторые получили оповещения значительно позже начала прямого эфира, другие не получили их вообще. Эти первые трансляции после военной службы стали настоящей традицией для фанатов, как это было с Джином и Джей Хоупом. Многие опасаются, что эти технические проблемы могут испортить долгожданный прямой эфир всей группы после скорой демобилизации Шуги, которая запланирована на 21 июня. Некоторые фанаты пишут: «Weverse даже не отправили мне уведомление в прямом эфире, а еще не показали рекламу перед началом. 70% фэндома не получили уведомления. Это не просто ежемесячное обновление. Сделайте все возможное с оповещениями». Оно пришло на 15 минут позже, для 30-минутного эфира не лучший старт для празднований. «Я только что получил уведомление в Weverse, такого не может быть для первого эфира ОТО 7. Weverse присылает уведомление в 8:45, хотя прямой эфир уже давно начался. У вас одна работа! Кроме того, отсутствие субтитров или синхронного перевода особенно разочаровало международных фанатов, тем более, что многие платят за премиум подписку. Это упущение было сочтено еще более прискорбным для такого долгожданного события. В то же время V и RM выразили глубокую благодарность фанатам и сослуживцам, поделившись своими чувствами и энтузиазмом по поводу возобновления своей артистической карьеры. Как вы думаете, накосячили Хайп или нет? Должны ли они были переводить на каждый язык, доступный на платформе Weverse, прямо в прямом эфире, то есть нанимать человека? Или нейросеть, скорее уже, которая бы автоматом все переводила? Пишите в комментариях. Все, что можно сказать, по крайней мере, парни вернулись целыми и невредимыми. Хотя была история про РМ и его бессонницу, но это прошлый выпуск. Но в целом, все живы. Двигаемся дальше. Далее, возможно, новость уже относительно из прошлого, потому что Хайп организует бесплатные фесты для фанатов, давайте подробнее. В честь 12-летия BTS агентство Хайп подготовило знаменательный сюрприз для группы их фанатов. С 9 июня фасад штаб-квартиры Хайп в Йонсане гордо украшает надпись «We are back» в сопровождении официальных логотипов BTS. В другие года на здании красовались подобные слоганы «BTS presents everywhere», а также «Army forever, BTS forever». В этом году послание сопровождается официальными логотипами группы и их фэндома, усиливая эмоции вокруг этого возвращения. Судя по всему, надпись будет висеть еще достаточно долго, до и после возвращения последнего, кто остался из BTS в армии, Шуги. Далее, у меня на день записи уже 14, так что прошли концерты 13 и 14 в Кояне, в выставочном центре Kintex 2, в залах 9 и 10. Пока что у меня нет новостей про данное мероприятие на момент записи. Хайп прилагает все усилия, чтобы сделать праздник незабываемым. Предстоящего соединения 7 участников ознаменует важный этап в истории, а слоган «We are back» прекрасно отражает энтузиазм и надежду фанатов. В целом, думаю, большинство, кто заинтересован в группе, и так уже все знают, но мое дело озвучить все, что есть на данный момент. Так что, такие вот дела, баннеры висят, так что двигаемся дальше. Неопределенное будущее New Jeans потрясает фанатов, давайте подробней. Мир кей-поп переживает период неопределенности и грусти. Фанаты New Jeans потрясены неясным будущим группы, которые когда-то предсказывали исключительную судьбу. С стремительного взлета после своего дебюта в 2022 году эта группа сумела завоевать широкую аудиторию благодаря освежающему стилю Y2K и идентичности, решительно ориентированной на поколение Z. Их хиты, такие как Attention и Hype Boy, быстро поднялись в чартах, сделав New Jeans одной из немногих групп новичков, получивших статус, цитата, «национальной герл-группы в рекордные сроки». Конфликт с Хайп и его последствия, однако этот стремительный подъем сегодня омрачен крупными внутренними конфликтами, но это мы уже знаем, разборки Хайпа и Эйдор, там Минхиджин еще участвует. Хайп через Эйдор, получается, свою дочернюю компанию пытается вернуть обратно своих артисток, они капризничают или не капризничают, там до конца непонятно. Кстати, да, обязательно нужно вырвать из контекста и докопаться до какой-нибудь из формулировок, приписав меня к одной из сторон конфликта, как делают некоторые в комментариях, это очень помогает продвижению.
Боль и разочарование фанатов. На онлайн-платформах фанаты выражают свою боль трогательными сообщениями. Это действительно очень жаль. Если бы только этого не произошло, у нас бы было еще несколько легендарных песен. Их песни были такими хорошими, верните их, даже под другим именем, мне все равно. После того, как я увидел 300 миллионов евро Банши Хёк, я немного понимаю, но теперь весь ажиотаж угас, и никто больше не заботится о них. Звезды часто думают, что они незаменимы, но вместо New Jeans займут другие, и публика пойдет дальше. New Jeans воплощили редкую оригинальность в современном кей-поп-ландшафте, добившись как критического, так и коммерческого успеха. Как вы думаете, что ждет New Jeans в будущем? Пишите в комментариях, я даже не могу предсказать. Будущее может быть каким угодно. Потому что у каждого наверняка есть какая-то цена, за которую он готов поступить своим принципом. Просто, возможно, у некоторых сумма настолько большая, что и не готовы платить. Но получается, как говорят бизнесмены, в этом мире продается все, а индустрия про деньги, поэтому, возможно, если цитируя некоторых гениальных комментаторов на моем канале, делаю кавычки гениальных, заткнут рот деньгами, скажут то, что нужно. Может быть так, а может быть нет. А может быть мы подождем и узнаем, как оно закончится. Последний вариант, как мне кажется, самый разумный. Двигаемся дальше. А у нас тут, внимание, классика. Участник The Boys извиняется за слухи о предполагаемых отношениях. Давайте подробнее. Участник The Boys Джуйон извинился перед фанатами за недавние слухи об отношениях с актрисой Шин Си А. 12 июня Джуйон написал письмо, вот оно, написано на платформе From. Прежде всего, мне жаль, что я заставил вас ждать так долго. Я должен был связаться с VB, это фэндом The Boys, раньше, хотя бы немного скорее. Я все думал, как могу облегчить ваши переживания и расстроенные чувства. И в процессе прошло еще больше времени. Я думаю, что это могло еще больше усложнить ситуацию для вас, и мне действительно жаль. Я сожалею, что причинил боль VB в этой ситуации. Хотя многие вещи, о которых говорят, не соответствуют действительности, я полностью осознаю, что в конечном итоге ответственность за возникновение такой ситуации лежит на мне. Я обещаю больше не совершать ту же ошибку. Джуйон также поделился. Проходя через это, я много думал. Я слишком привык к любви и поддержке VB, и кажется, на мгновение забыл, сколько доверия и ожиданий вы возлагаете на меня. С этого момента я больше не буду воспринимать ваши чувства как должное, я буду действовать с большей заботой и признательностью. Все, что я когда-либо говорил или показывал VB, было искренним, но мне жаль, если этот инцидент заставил вас усомниться в моей искренности или заставил вас думать иначе. Когда я думаю о том, как вы, должно быть, разочарованы, обижены или расстроены, я действительно сильно сожалею об этом. Я буду усерднее работать, чтобы стать тем, кем вы можете гордиться и кому доверять, кем-то достойным той любви, которую вы мне дарите. Между тем, это сообщение последовало за недавними слухами об отношениях между Джуйоном и актрисой Шин Си А, которые всплыли после того, как Джуйон посетил вип-премьеру ее фильма «Старуха с ножом» в прошлом месяце, где он был замечен в ожерелье, идентичному тому, что есть у Шин Си А. В ответ на эти предположения агентство Джуйона 100 Label и агентство Шин Си А Management Soup опубликовали заявление 10 июня, опровергнув слухи. Классика. Даже за слухи о подозрении в том, что у тебя, внимание, есть девушка, когда ты мужчина, ты должен извиняться, посыпать голову пеплом, бить как-то челом, лишь бы только ублажить вот этих самых фанатов, которые, понимаете, недовольны. Как-то так, ты молодой человек, хочешь, чтобы у тебя была личная жизнь фаната, выбери что-то одно. Мы хотим, чтобы ты был одиноким и держать в голове то, что, возможно, у каждого из нас есть шанс получить тебя когда-нибудь там вот где-то вот. Наверное, такая логика, с позволения сказать, присутствует у тех, кто возникает по поводу этих слухов. И вообще обвиняет артистов в чем-либо. Но, с другой стороны, добро пожаловать, мы находимся с вами в нашей прекрасной индустрии, где одиночество и переработки являются синонимами успеха. Джуйону, конечно же, всего хорошего, и актрисе тоже будем надеяться, что на их карьеры это никак не повлияет. И двигаемся дальше. Перейдем к чему-то более приятному. Благотворительность Seungkwan 17. Давайте подробней. Seungkwan 17 вновь проявил щедрость по отношению к своему родному городу Чеджу. Согласно заявлению агентства Pledis Entertainment, 11 июня по корейскому времени Seungkwan пожертвовал 20 миллионов вон администрации культурного наследия и национальному трасту по охране культурного наследия с просьбой направить средства на сохранение ценного наследия Чеджу. Пожертвование будет использовано на сохранение Чеджу April 3rd Archives на Чеджу, которые в апреле были внесены в реестр памяти мира ЮНЕСКО. Как уроженец Чеджу, Seungkwan уже давно помогает своему родному острову через различные благотворительные инициативы. В ноябре прошлого года, после назначения послом по продвижению Чеджу, он сделал пожертвование в рамках программы «Любовь к родному городу» через провинциальное правительство Чеджу, чтобы поддержать защиту индийско-тихоокеанских бутылконосных дельфинов, исчезающего вида, находящегося под международной охраной. Кроме того, во время своего участия в 13-м молодежном форуме ЮНЕСКО, который проходил в штаб-квартире организации в Париже в 2023 году, Seungkwan привлек внимание, подчеркнув уникальность Чеджу как первого в мире региона, получившего сразу 3 признания ЮНЕСКО в категориях, связанных с охраной природы. В
составе Seventeen он стал участником первой специальной сессии, посвященной кей-попу, а позже вся группа была назначена первыми в истории послами доброй воли ЮНЕСКО, продолжая активно участвовать в глобальных социальных инициативах. Что ж, прекрасно, поддерживает родной город, родной остров. Что можно еще сказать? Только уважение, молодец, и двигаемся дальше. G-Dragon пожертвовал деньги на лечение подросткового алкоголизма. Давайте подробней. G-Dragon пожертвовал 880 миллионов вон на лечение подросткового алкоголизма на мероприятии Peace-1 Premium Highball Launch Party The Signal, прошедшем 13 числа в отеле Grand Hyatt Seoul в Сеуле. Он объявил о пожертвовании 800 миллионов вон фонд Just Peace Foundation, почетным председателем которого он является. Эта сумма символизирует знак бесконечности. После Black Highball, выпущенного 9 апреля, и Red Highball, представленный 27 мая, будет представлен третий вариант Highball, выражающий послание «Быть несовершенным – это нормально». В оформлении третьего напитка G-Dragon использовал ромашки необычной формы с различными выражениями, цветами и текстурами, визуализируя послание «Быть несовершенным – это нормально», а также идею трансцендентной солидарности, в которой все мы живем вместе, несмотря на собственные недостатки, посылая сигналы людям Земли. Агентство сообщило, цитата: «G-Dragon надеется, что культура радости, которой не было на Земле, расцветет в еще большем числе мест благодаря феномену бесконечного фэндома, созданному с помощью серии хайболов Peace-1». Добавив, мы также мечтаем о том, чтобы это стало культурой, в которой каждый участвует независимо от масштабов участия. Чвей Йон Хо, гендиректор Galaxy Corporation и председатель Just Peace Foundation, также отметил: устойчивая культура и благотворительность, которые начались с Peace-1 Highball, это лишь старт. Добавив, в будущем мы представим каждый недостаток, которого не было на Земле, через удивительные космические истории и инновационные AI-развлечения. Конец цитаты. Кстати, дизайн банки очень красивый и сама благотворительность прекрасна, но если не ошибаюсь, мы с вами тут уже эту новость озвучивали касаемо вот этих напитков, и вроде они там с красным вином. Если это так, то получается, мы делаем алкогольные напитки, и мы боремся с алкоголизмом. Может быть, все-таки я ошибся, и там были безалкогольные напитки, тогда все окей. Но в случае, если так, как я озвучил пару секунд назад, то немножко странно. Но, тем не менее, несмотря на это, прекрасно, что человек смог пожертвовать такую большую внушительную сумму на борьбу с алкоголизмом и подростковым, только как она будет происходить, ведь, к сожалению, дети, если им что-то нужно, найдут способ это достать. Так оно устроено. Но будем все-таки надеяться, что деньги смогут помочь решению этой важной проблемы. И двигаемся дальше. А у нас тут шокирующее большое количество участников нового шоу «Мнет». Давайте подробней. Шоу на выживание Boys to Planet наконец-то представило своих 154 участника, которые будут бороться за место в новой мужской кей-поп-группе. В этом сезоне шоу с Boys to Planet будет разделено на два сектора: Boys to Planet K и Boys to Planet C. 80 участников Boys to Planet K состоит из стажеров из Южной Кореи, Японии, Таиланда и других стран, в то время как 74 участника Boys to Planet C из Китая и его территорий. Фотографии, конечно, представлены на экране, но тут все так мелко, что даже я с телефона не могу разглядеть, сколько тут участников и какие у них имена. Ну, точнее, сколько, понятно, 154. Примечательно, что многие участники этого сезона знакомы фанатам кей-поп, ведь среди них есть участники уже дебютировавших групп, таких как Blitzers, Boy Story, DKB, Dripping MCND, The Wind, Very Very, Way и Whip и других, а также бывшие участники таких программ на выживание, как Make Mate One, Starlight Boys, Project 7, Under 19, Universe League, Loud и других. 12 июня в 18:00 по восточному времени на Signal Song Showcase состоится официальная презентация песни Boys to Planet, но она уже состоялась. И да, изначально в шоу должно было дебютировать две группы, но тут дебютирует только одна. Из 154 человек, наверное, 7-10 дебютируют в составе одной группы. Ну, потом на Бусти обязательно посмотрим это шоу. Правда, непонятно, как его вообще смотреть, оно же параллельно в двух вариантах идет. И интересно, мне никогда не разочаровывали своими шоу на выживание. Так что ждете вы или нет, пишите в комментариях и двигаемся дальше. Далее у нас Лис и Зайв. По факту это вся красотология брендоводства на сегодня. Сиять на обложке, давайте подробней. Лис и Зайв появилась на настольной обложке крупного китайского журнала, в очередной раз продемонстрировав свое растущее мировое влияние. В своих официальных социальных сетях китайский журнал Power Circles недавно представил 3 версии обложки июньского номера с Лис, а также набор потрясающих фотографий. В фотосессии на тему «Красочное лето» Лис с легкостью передает суть яркого и мечтательного лета, демонстрируя полный спектр сезонных настроений с помощью прекрасных визуальных образов. Пожалуйста, прекрасные визуальные образы. В частности, она продемонстрировала изысканную ауру в розовом платье, мистическую и элегантную атмосферу в платье с бисером и запечатлела свежее чувство начала лета в пастельно-голубом ансамбле.
продемонстрировав свою безграничную способность адаптироваться к различным концепциям. С момента дебюта Vive в 2021 году Ли завоевала любовь публики за свой вокальный талант и кукольные черты лица. Она продемонстрировала свои сильные вокальные данные в песнях группы, а также в различных саундтреках к дорамам. Совсем недавно ее партия с высокими нотами в заглавном треке третьего мини-альбома I've Attitude привлекла внимание в социальных сетях. И это первый раз, когда Лис украсила сольную обложку китайского журнала с момента своего дебюта, в очередной раз доказав свой титул визуал-мастера. Ее исключительное умение воплощать разнообразные концепции и уникальная аура привлекает восторженное внимание как в Корее, так и за рубежом. Тем временем IVE продолжает транслировать собственное реалити-шоу 1-2-3 IVE Season 6 каждую пятницу на своем официальном YouTube-канале. Ну что ж, красавица. Что еще сказать? Красивая девушка, умеет здорово петь, фотограф молодец. Поздравляем с тем, что появился на обложке, и двигаемся дальше. Концертные новости у нас начинаются с Биг Хёна, давайте подробней. Биг Хён из EXO успешно начал свой первый сольный мировой тур. 7 и 8 июня певец провел концерты 2025 Big Hyun World Tour Reverie in Seoul в KISS Dome в Сеуле. Биг Хён открыл концерт песни Young, за которой последовали Ghost и Pineapple Slice. Он выразил свое волнение, сказав: «Как дела, Эри? В прошлом году был тур по Азии, но это мой первый мировой тур. Я выложусь на полную на этом концерте, чтобы затем встретить больше фанатов по всему миру». Концерт продолжился выступлениями с Ву, Underwater и Бамби, за которыми последовала секция с лайв-бендом и песнями Chocolate, Randes Woes, Good Morning, Love Comes Back, Lemonade и UN Village, продемонстрировав уникальный музыкальный стиль Биг Хёна. Кульминацией концерта стало мощное исполнение песен Truth Be Told, Cold Heart и Psycho, наполнивший зал восторженными возгласами фанатов. Айдол завершил вечер, выразил благодарность. «Я готовил этот концерт, думая о том, как отплатить за любовь Эри, но сегодня я был тем, кто был тронут. Благодаря этому концерту я уверен в предстоящем туре. Я был по-настоящему счастлив сегодня. Спасибо». И представил последнее выступление с песней Amusement Park. Ну что ж, у певца еще впереди много концертов, альбом его продолжает занимать высокие позиции, и всего хорошего Биг Хёну. Реакции на его клипы прилагаются на моем втором канале MPTube. Двигаемся дальше. Далее у нас виртуальная группа Playv, и у них очень интересное достижение, связанное с концертами. Давайте подробнее. Виртуальная айдол-группа Playv снова доказала свою популярность, распродав все билеты на сеульский этап первого азиатского тура 2025 Playv Asia Tour Dash Quantum Leap. 10 июня в 20:00 по корейскому времени стартовала предварительная продажа билетов для фан-клуба через Null Ticket. Несмотря на то, что это была предпродажа, все места на 3 концерта в Сеуле были быстро распроданы. 30 724 фаната оказались в очереди ожидания. Это свидетельствует о высоком спросе. Это первый азиатский тур Playv за 2 года с момента их дебюта. Тур начнется с 3-дневного концерта в KISS Dome в Сеуле с 15 по 17 августа, затем он продолжится в Тайбэе 23 августа, Гонконге 1 октября, Джакарте 18 октября, Бангкоке 25 октября и Токио 1-2 ноября. Примечательно, что Playv первая в истории виртуальная айдол-группа, выступающая в KISS Dome, месте, которое часто называют сценой мечты для кей-поп-исполнителей, что еще раз доказывает их необычайный успех. Что ж, виртуальные пацаны оказались вообще ребятами, и это очень занимательно. Виртуальная группа собирает огромные площадки. Поздравляем их и двигаемся дальше. А далее Тэйян из Big Bang, его фан-митинг, и давайте подробней. Все билеты на первый сольный фан-митинг Тэйяна были распроданы за считанные минуты. 9 июня в 20:00 по корейскому времени началась продажа билетов на фан-митинг Тэйян 2025 фан-митинг Zero One in Seoul. В подтверждение бешеной популярности Тэйяна разошлись они всего за 3 минуты. Это первая с самого дебюта сольная встреча Тэйяна с фанатами, ранее проводившего фан-митинги только в составе своей группы Big Bang. 01 или Zero One в названии фан-митинга Тэйяна символизирует не только предвкушение первой встречи с поклонниками, но и его стремление быть для них единственным и оставаться таковым навсегда. Тэйян — талантливый певец и продюсер, который активно выступает на концертах и других музыкальных мероприятиях, а также нередко появляется в качестве судьи на программах прослушивания. Ну, Тэйяну всего хорошего, прекрасный артист. Ни за чем плохим замечен не был, так что успехов ему, двигаемся дальше. Далее у нас Ле Серафим, остановки их американского тура, давайте подробней. Ле Серафим отправляется в Северную Америку в рамках своего первого мирового тура. 12 июня по корейскому времени Ле Серафим объявили даты и города для североамериканского этапа тура Easy Crazy Hot. Тур начнется с выступления в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, 3 сентября. В список остановок также входят Чикаго, Иллинойс, Гранд-Прерри, Инглвуд, Сан-Франциско, Сиэтл, Лас-Вегас, Мехико. Предварительная продажа билетов на концерты Easy Crazy Hot в Северной Америке для фан-клуба начнется 24 июня. Продажи для широкой публики откроются 25 июня по местному времени. Дополнительная информация, включая предварительную регистрацию в фан-клубе, доступна на официальной странице Ле Серафим Weverse. Что ж,
Девушкам всего хорошего, успехов и двигаемся дальше. А далее у нас ветераны труда, вечно молодые пацаны, которые уже дядьки, но при этом все еще ребята, Супер Джуниор и давайте подробней. Супер Джуниор отправляется в долгожданный мировой тур в честь 20-летия дебюта. 11 июня мужская группа официально объявила даты и города для своего предстоящего юбилейного мирового тура Super Show 10. Они посетят в общей сложности 16 городов в Азии и Латинской Америке. Тур стартует в Сеуле 23 и 24 августа и продолжится в Гонконге 5 и 6 сентября, Джакарте 13 сентября и Маниле 4 октября. После этого группа отправится в Латинскую Америку с остановками в Мехико 12 октября, Монтеррере 14 октября, Лиме 16 октября и Сантьяго 18 октября. Затем Супер Джуниор выступит в Тайбэе 15 и 16 ноября и Бангкоке 29 и 30 ноября, прежде чем завершить 2025 год концертами в Нагое 13 и 14 декабря. Тур продолжится в 2026 году с концертами в Сингапуре 3 января, Макао 10 и 11 января, Куала-Лумпуре 17 января и Гаосюне 24 января. Последняя остановка будет в Сайтаме 7 и 8 марта. И да, вся информация по концертам вот, пожалуйста, на баннере. Получается такой достаточно большой тур, почти год, ну, чуть меньше, но все равно. И вроде обещают полный состав из всех участников. Ждете ли вы это, конечно, пишите в комментариях, ну мало ли кто-то из вас там попадет на хоть на один из концертов. Пришлите фотографии в мой телеграм-канал, в любой пост, мы посмотрим, порадуемся. Супер Джуниор, всего хорошего, двигаемся дальше. Далее у нас группа Stray Kids, которые впервые провели 2 концерта подряд. Давайте подробней. Группа Stray Kids успешно завершила 2 подряд аншлаговых концерта на стадионе Globe Life Field в Арлингтоне, став первой в истории группой, которой это удалось, и запечатлев новую веху в своем мировом турне. Stray Kids провели сольные концерты 6 и 7 июня по местному времени в рамках мирового тура Dominate на стадионе Globe Life Field в Арлингтоне. Изначально был запланирован только один концерт 6 июня, однако из-за невероятного ажиотажа и восторженного отклика местных фанатов, агентство JYP Entertainment добавило дополнительное шоу на 7 июня, в результате чего состоялось 2 выступления подряд. Особенно примечательно, что Stray Kids стали первыми, кто провел 2 подряд концерта на этом стадионе, подтвердив свой статус глобальных стадионных артистов. Появившись на сцене с мощной харизмой, покоряющей огромный стадион, Stray Kids исполнили около 30 своих главных хитов, включая Thunderous, Chick Chick Boom, S-Class, Giant и другие. Сет-лист охватил весь путь группы от дебютных треков до самых новых, включая заглавные песни альбомов, занимавших первое место в главном чарте Billboard 200. Энергичные живые выступления участников подняли уровень восторга фанатов до максимума. Ну и тур продолжается. Так что Stray Kids молодцы, пацаны вообще ребята. Еще и клипы успевают выпускать, и песни. Уважение. И, конечно, Фрейрач, привет. Двигаемся дальше. Stray Kids потрясли стадион в Атланте, чем давайте подробней. Stray Kids в очередной раз подтвердили свой статус мировых артистов высшего уровня, дав аншлаговый концерт на стадионе в Атланте в рамках своего мирового тура Dominate. 10 июня группа выступила в Truist Park с сольным концертом, ознаменовав возвращение в Атланту почти через 2 года после своего визита в рамках предыдущего мирового тура Maniac в марте 2023 года. Билеты на концерт были полностью распроданы, что еще раз подчеркнуло невероятную популярность группы во всем мире и преданность ее поклонников в США. Truist Park, домашний стадион Atlanta Braves из главной лиги бейсбола, ранее принимал таких звезд мирового уровня, как Леди Гага, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Billy Joel и Twice. Появление Stray Kids на легендарной площадке ставит их в один ряд с этими выдающимися исполнителями. Подрыв аплодисментов переполнило стадиона, Stray Kids открыли шоу мощным исполнением хитов Thunderous, Back Door, Chick Chick Boom, God's Menu, S-Class и Maniac. Они исполнили около 30 треков, и вот, что они сказали. Мы ждали возможности снова выступить в Атланте. Прошло 2 года, и мы так рады вернуться, мы скучали по вам. Stay из Атланты. Они завершили вечер выходом на бис, исполнив Chick Chick Boom Festival Version и Heaven. И сердечно поблагодарили фанатов, чьи восторженные крики раздавались весь вечер. Тур продолжается, пацаны остаются вообще ребятами, а Фрейрач по-прежнему крайне интересная команда по продюсированию, стиль которой мне очень близок. И двигаемся дальше. Уникальный случай. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает J-Hope из BTS и закрывает J-Hope из BTS. Почему-то рекордов побед сегодня только 1 штука. Но давайте подробней. J-Hope из BTS снова покорил мировую сцену своим новым зажигательным синглом Killing It Girl feat. Glorilla, которая Глория, который по состоянию на 8 утра 14 июня по корейскому времени возглавит чарты iTunes Top Songs в 61 регионе, включая Австралию, Бразилию, Данию и Францию. Кроме того, Killing It Girl соло-вершн поднялась сразу на 2 место в большинстве регионов, доказав популярность сольного творчества J-Hope. Обе версии трека также возглавили мировой и европейский чарт iTunes Song Chart, заняв 1 и 2 места соответственно, что еще больше укрепило статус участника BTS как мирового хитмейкера.
Знойный клип на песню Killing Girl Feat Gloria привлекает огромное внимание. Он вошел в топ-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube в 38 странах и регионах, включая США, Великобританию, Германию и Канаду. Поклонники по всему миру покорены пленительным сценическим присутствием Джей Хоупа. Подогревая ажиотаж, Джей Хоуп опубликовал специальный фанкам своего выступления с данной композицией на официальном канале BTS на YouTube 14 июня. Выступление было снято во время концерта на BIS в рамках его сольного мирового тура Джей Хоуп Tour Hope on the Stage Final, который состоялся на главном стадионе спортивного комплекса Гоян в городе Коян. Сцена была наполнена интенсивной чувственной хореографией, исполненной с подтанцовкой, подчеркивая навыки Джей Хоупа как исполнителя мирового класса. Killing Girl Feat Glorilla, она же Глория, передает пьянящий трепет влюбленности с первого взгляда. Трек сочетает в себе цепляющий хук с отточенными хип-хоп битами. Реакция, кстати, на MPTube прилагается. Джей Хоуп собирается представить танцевальную версию музыкального клипа в полночь 16 июня, поддерживая мощный импульс. Что ж, поздравляем его с этими достижениями. И его партнершу по песне тоже, само собой разумеется, прекрасно вписалась, на мой взгляд. И всех им благ. Это у нас не конец выпуска, это вот, видите, бумажечка, наверху написано, а те, кто смотрит не на премьере, наверное, и так уже видят по хронометражу, что это, скорее всего, только половина выпуска. Пока что список важных людей на экране, бустеры. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищицы, друзья, друзинки, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Большое вам спасибо. Вот от души, просто от сердца к бустерам. Далее, Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там, без тормозов, блокировок, ограничений. Там еще и на комментарии отвечаю, и на личку. Это единственный способ со мной связаться нормально, потому что на этом канале я на комментарии не отвечаю. Вас много, я один, хотя хочу, чтобы стало еще больше. Ну и на Бусти есть опять же дополнительный контент, который никогда не выйдет нигде, кроме как там. Так что если вы подпишетесь, вы не только получите больше, но и сможете поддержать выход нормальных, адекватных новостей. Кстати, другие каналы. MPTube, реакции, комментарии к клипам, марафоны по различным группам и так далее там есть. MP Entertainment, музыка моего производства, самый свежий релиз, вот он здесь на экране в конце июня следующий, и Telegram, чтобы не теряться. Это был не конец выпуска, новости продолжаются. Двигаемся дальше. И так далее. Дисклеймер для тех, кто самый особенный, невероятный и дотошный до контента, который выходит в открытом доступе, не нравится, делайте сами. У меня в момент записи 14-е, прошлый выпуск у нас вышел когда, я прямо сейчас вам точно скажу. 12-го, соответственно, все, что накопилось с 12 по 14 число, до 2 часов дня по Москве, вошло в этот выпуск, касаемо BTS. Опять же, все, кто будет вонять по поводу, а вот 15-16 вышли такие новости, а вот 28-го такие, к этому выпуску писать такие комментарии, будут забанены. Я думаю, это предупреждение нужно почаще проговаривать, может быть, хоть адекватность комментариев вырастет. А сейчас переходим к новостям про BTS. Возвращение Чимина и Чонгука омрачено людьми. Каким образом, давайте подробней. 11 июня 2025 года Чимин и Чонгук официально завершили свою военную службу, что стало ключевым шагом к полному воссоединению BTS. Осталось ждать Шугу, но фанаты уже все радуются. После короткого приветствия СМИ на общественном стадионе Йончхон два участника отправились в штаб-квартиру HYBE, где провели прямой эфир на Weverse, чтобы отметить свое возвращение. Однако, несмотря на неоднократные предупреждения агентства с просьбой не собираться у военных баз или зданий компании, многочисленная толпа сгруппировалась вокруг здания. Кстати, в комментариях приходили люди, которые: «Ой, вы не понимаете, мы их так долго ждали, мы имеем право». Нет, вам же сказала компания, не приходите, не мешайте. Но нет, ты не понимаешь, это святое, тебе никогда не понять. Возможно, тупость я никогда не смогу понять и примерить на себя. Но вернемся к новости. Во время прямого эфира Чимин обратился с уважительной просьбой, попросив присутствующих вернуться домой ради их безопасности. Сильная жара и узкий переулок создавали реальный риск несчастного случая. Но этот призыв был по большей части проигнорирован. Вскоре, после окончания прямого эфира, Чимин опубликовал на Weverse письменное обращение, на этот раз умоляя фанатов покинуть территорию. Цитата. «Здравствуйте, армия, это Чимин, спасибо всем, кто ждал сегодня, я был очень счастлив, я должен просить вас об очень важной услуге, как я уже сказал, температура очень высокая, переулок узкий, это может быть опасным, я искренне благодарен вам за то, что вы пришли, но буду очень признателен, если вы вернетесь домой сегодня вечером, я вас умоляю». Несмотря на это, многие фанаты продолжали снимать, вести прямые трансляции и оставаться толпой вокруг здания. В социальных сетях возмущение было немедленным, многие осудили вопиющее неуважение к артистам, которые были вынуждены неоднократно просить толпу разойтись, но, как видите, тем самым настоящим истинным фанатам, которые не имется, вы не понимаете, мне не терпится, я должна увидеть, а ты никогда этого не поймешь, им плевать на то, что хотят артисты, им важны эти образы. Судя по всему, опять же, я просто перевожу с того, как люди себя ведут на нормальный понятный язык.
Опять же, это просто перевод действий в понятные слова. Потому что если вас попросили не делайте, а вы делаете, значит вы не уважаете. Вот так вот. Вот что пишут люди, реагируя на неуместное поведение. Какой позор, что они вынуждены умолять армию уйти. Этого не должно было случиться. Хватит доставать Чимина, серьезно, уйдите от здания Хайп, вы невыносимы. Участники даже не могут насладиться своей демобилизацией из-за такого безрассудного поведения. Большинство из вас перед Хайп взрослые, так что видите себя соответственно, идите домой. Люди, которые вели прямые эфиры в ТикТок, у Хайп отказались уйти даже после того, как армию попросили в комментариях, упрямые. Если вы действительно армия, вы послушайте и уйдете. Возможно, пора пересмотреть, что такое настоящее поведение армии. Слушайте и уважать участников, это главное. Все, что им нужно было сделать, это молчать, пока участники говорят. Я в ярости. Были слышны только крики и глупости. У Чонгука и Чимина был только этот момент, чтобы поприветствовать нас после демобилизации. Эти идиоты испортили его для армии, которые ждали терпеливо и уважительно. Карма — это армия. Кто были те неудачники, которые кричали во время всего выступления Чонгука и Чимина по случаю демобилизации? Такое неуважение. Чимин и Чонгук, отслужившие 18 месяцев в 5-й пехотной артиллерийской бригаде, выразили благодарность солдатам и офицерам, с которыми они служили, а также фанатам за их непоколебимую поддержку. Чонгук описал этот период как трудный, но ценный, в то время как Чимин упомянул о глубоких связях, установившихся во время службы. Оба пообещали, что BTS скоро поделятся своими будущими планами. В общем, что вы думаете об этой ситуации, пишите в комментариях. Я уже свою позицию выразил, я ни в коем случае не разделяю такое вот поведение вообще по отношению к кому-либо. Вам говорят, уйдите, пожалуйста, вот ради вашей безопасности, но вы как баран упертый продолжаете, нет, мне нужно. Ну, раз вам нужно, значит вы упертый баран. И не уважайте того, кого орете, что уважаете. Это показывается действием. Нет, конечно, может быть, у кого-то есть альтернативное мнение, те же люди, которые писали в комментариях, да как ты смеешь говорить, да мы их ждали, мы хотели стоять там и жрать землю, по которой они ходили, ну, пишите, жрите эту землю, по которой они ходили. Ну, спойлер, они ходят по планете Земля, так что можете начинать есть планету Земля. Вот, в остальном поздравляем артистов, что они вернулись, несмотря на такие вот недопонимания, давайте это немножко смягчим с фанатами. И двигаемся дальше. Далее у нас трогательные речи от Чимина и Чонгука, давайте подробней. 11 июня 2025 года Чимин и Чонгук официально завершили свою военную службу. Первым взял слово Чонгук. Заметно взволнованный и немного неловкий перед камерами после стольких месяцев вдали от прожекторов, он заявил: «Спасибо, что пришли увидеть нас сегодня. Правда, давно я не был перед камерой, я даже не прихорошился, так что немного стесняюсь, даже не знаю, что сказать». Затем артист поспешил поблагодарить тех, кто разделил с ним армейские будни. Наши командиры, наши сослуживцы и наши младшие по званию, а также все офицеры, которые сопровождали нас, я хочу сказать им спасибо. Они действительно очень хорошо заботились о нас. Произошло много всего, я вам все расскажу, постепенно. Чимин сравнил тот день с увольнением. Мне кажется, что я в отпуске, спасибо, что приехали так издалека, чтобы увидеть нас. Обращаясь непосредственно к армии, певец сказал следующее: между пандемией и нашей военной службой это было долгое ожидание. Спасибо от всего сердца, что ждали нас все это время. Военная служба для меня была в первый раз, я знал, что это будет нелегко, но это оказалось еще труднее, чем я ожидал. Тем не менее, делясь едой, обязанностями, ночуя на улице, люди привязываются друг к другу, создают очень крепкие связи. Далее Чимин со скромностью заявил: «Позволю себе сказать вот что, теперь, когда я прошел военную службу, я осознаю, насколько это требовательно. Есть так много солдат, которые терпят очень много. Если вы когда-нибудь встретите военнослужащего, даже доброе слово может значить для них очень много». Оба артиста завершили свое обращение, коснувшись будущего BTS, который теперь близки к полному возвращению. Теперь, когда мы вернулись, мы продолжим рисовать картину, которую начали. Мы хорошо подготовимся и покажем вам нечто прекрасное на сцене, пообещал Чимин. Ну вот, такие вот речи от артистов. Ну, с другой стороны, люди только что вернулись на свободу, буквально все, у них закончилась армия, и если не будет никаких ЧП в стране, то они не должны больше носить форму и жить по такому распорядку дня. Правда, придется жить по распорядку дня айдола, который, возможно, ничем не лучше, чем у военного, но это уже другая история. Так что, с возвращением артисты и двигаемся дальше. Но не все так гладко, в дом Чонгука пытались проникнуть, давайте подробней. Согласно сообщениям южнокорейских СМИ от 12 июня по корейскому времени, сотрудники полиции арестовали гражданку Китая примерно 33-го возраста после того, как она предприняла попытку незаконно проникнуть в дом Чонгука, участника группы BTS. По информации, предоставленной источниками, инцидент произошел поздно вечером 11 июня, около 23:20. Женщина, обозначенная как Эй, пришла к дому Чонгука и неоднократно пыталась ввести код от входной двери, что расценивается как попытка незаконного проникновения. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, после получения сообщения задержала женщину на месте преступления. По словам Эй, она хотела увидеть Чонгука после его увольнения из армии. На основании этих показаний правоохранительные органы устанавливают мотивы ее поступка и выясняют все обстоятельства случившегося.
В настоящее время ведется полноценное расследование, параллельно проводится проверка личности задержанной. Ожидается, что в ближайшее время также будут рассмотрены меры по усилению охраны и повышению уровня безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Ну, а потом вы спрашиваете, почему артисты покупают себе жилье в каких-то элитных комплексах, где гигантские заборы и вышки с пулеметчиками стоят. Почти вышки с пулеметчиками. Вот потому что такие вот всякие сомнительные личности пытаются лезть в жизнь того, кого они считают своей вещью, видимо. Не знаю, в общем, паршивая история. Вообще любое проникновение в частную собственность — это паршивая история. Так что вы думаете, пишите в комментариях, но я-то надеюсь, что все 25 тысяч подписчиков здесь адекватные, поэтому такое недопустимо. Двигаемся дальше. И небольшое продолжение истории про то, как в дом Чонгука пытались проникнуть. Давайте подробней. Чонгук из BTS стал жертвой преследования сразу в день своей демобилизации, что вызвало недовольство его поклонников. Напомню, 11 июня в 23:20 некая гражданка Китая 30 лет под именем кодовым, пока идет расследование A, пыталась проникнуть в дом Чонгука, подбирая пароль от двери. Ее задержали, сейчас ведется расследование, думают, что с ней делать. Ранее, в 23 году, тоже были подобные случаи. Чонгуку отправляли еду домой, он просил, вот цитата: «Не присылайте еду домой, я все равно ее не съем, я ценю вашу заботу, но я хорошо питаюсь, поэтому, пожалуйста, ешьте сами, прошу вас. Если вы еще раз отправите что-либо, я проверю номер заказа, по квитанции приму меру, так что, пожалуйста, прекратите». Также Чонгук выражал недовольство телефонным террором со стороны сасенов, когда он находился в США для концерта в Лас-Вегасе. Цитата: «Раздражает, страшно, противно, мурашки по коже от звонка». В 2024 году, находясь на военной службе, он воспользовался отпуском, чтобы провести прямой эфир и даже показал интерьер своего дома. Тогда Чонгук попросил: «Я слышал, что новости о моем переезде и завершении строительства появились на YouTube. Я надеюсь, что люди не будут приходить ко мне домой, раз я переехал. Я очень прошу вас об этом». А так он снова стал жертвой преследования сразу после демобилизации, что вызывает горечь у фанатов. Продолжающиеся проблемы преследования. Преследование в отношении BTS продолжается уже несколько лет. Агентство группы Big Hit Music ранее предупреждало, что будет действовать по принципу нулевой терпимости в отношении преступлений, связанных с преследованием артистов. Но, к сожалению, случаи продолжаются. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, тут адекватные люди, поэтому думаю, что вламываться в любой дом, неважно, кто это, Чонгук или обычный человек, некрасиво и противозаконно. Я думаю, противозаконно здесь даже стоит на первом месте. Оставьте людей в покое. У вас же контента столько, что вы не высмотрите его за всю жизнь. Хотя, возможно, все уже пересмотрели по 20 раз. Ладно, это оставим на откуп самым истинным трушным однопроцентникам. Чонгуку, конечно, всего хорошего. Будем надеяться, что его новый дом окружен забором с колючей проволокой и под напряжением. Может быть, это поможет. И двигаемся дальше. Но есть и хорошая история про Чонгука. Его сослуживец опубликовал совместную фотографию, давайте подробней. 11 июня участники BTS Чимин и Чонгук наконец официально завершили военную службу. В тот же день сослуживец, служивший бок о бок с Чонгуком, поделился сообщением, сопроводив его фотографией, которая ранее не была опубликована. На фотографии они позируют вместе перед зеркалом, гордо демонстрируя мускулы. Вместе с фотографией сослуживец опубликовал в социальной сети сердечное послание. «1 неделя. Благодаря тебе это был радостный год военной службы. Я буду поддерживать тебя издалека. Пожалуйста, мое уважение». Мышцы какие, ух. Благодаря этому приятелю из армии поклонники смогли увидеть еще одно фото Чонгука из армии. Многие были впечатлены формой айдола, вот лишь некоторые комментарии, их тут целая стена. Ух ты, Чонгук усердно тренировался в армии. Я завидую его мускулам. Фото потрясающее. Ух ты, какие мускулы у Чонгука. Он потрясающий! Чонгук, казалось, тренировался каждый день. Это потрясающая самоотдача. Чонгук готов к съемкам Кельвин Кляйн. Разве Чонгук не стеснялся камеры? Тогда откуда взялась эта фотография без рубашки? Ну и многие другие комментарии. Ну, машина. Здоровый. Видно, что занимался достаточно много. Мое уважение, мышцы — это база. Мышцы продлевают вашу жизнь, молодость и так далее. Поэтому занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо. Чонгуку и его сослуживцу тоже всего наилучшего, двигаемся дальше. Далее у нас комбинированная новость. Чимин жалуется, что его раздуло, а Ви рассказывает про свой рацион. Давайте подробней. Военная служба накладывает строгую дисциплину, но также приводит к заметным физическим изменениям. Для участников BTS месяцы, проведенные под знаменами, привели к значительному набору и потере веса. Чимин и Чонгук откровенно высказались по этому поводу, в то время как Ви придерживался особенно требовательной диеты. Все трое показывают, что после армии необходимо также привести свое тело в форму для себя и для армии. Чимин и Чонгук о своих трансформациях. Вскоре после окончания службы Чимин и Чонгук обменялись мнениями в прямом эфире на Weverse о физических изменениях, которые они пережили. Чимин заявил:
Я набрал 10 килограммов во время службы. Он добавил: я сижу на диете уже некоторое время. Я перестану искать оправдания и покажу вам результаты. Он также пошутил над своей внешностью. Я сделал все возможное, чтобы привести свое лицо в порядок, но я все еще немного опух. Могу ли я сегодня поесть? Только сегодня. Пожалуйста, я умираю от голода. В то время как РМ и Ви завершили службу 10 июня, Чимин и Чонгук были демобилизованы 11 июня. Едва выйдя из армии, они начали делиться своими усилиями по восстановлению хорошей физической формы. Чонгук признался: мне кажется, чем старше становлюсь, тем труднее сбрасывать вес. Да, это правда. Оба также упомянули новую утреннюю привычку – бегать в 5 утра, чтобы уменьшить отеки. Чимин, смеясь, рассказал: я даже бегал в 5 утра, чтобы избавиться от отеков. Затем он добавил: но на самом деле проблема была не в этом. Это замечание вызвало улыбку у Чонгука и фанатов. Далее Ви. Ви со своей стороны выбрал гораздо более строгий подход. Он объяснил: я весил 61, когда пошел служить, потом набрал до 80, сейчас сбросил до 67. Чтобы достичь такого результата, он полностью исключил углеводы из своего рациона. Я хотел хорошо выглядеть перед армией, уточнил он. Его метод основывается на сочетании утренних упражнений, ношения спортивных костюмов для усиления потоотделения и очень строгой диеты. Этот тип диеты известен, но остается спорным. Углеводы играют важную роль в функционировании организма, их полное исключение может иметь заметные побочные эффекты. Спасибо тем, кто сделал эту приписку. Я уже хотел прочитать вам лекцию, что белки, жиры, углеводы нужно употреблять просто белка побольше, жиров чуть-чуть поменьше, там и углеводов тоже нормальное количество, потому что вы не можете поднимать железо там или свое тело на турнике без энергии, которая берется из глюкозы, это углеводы, в общем, без фанатизма. Все постепенно. Набор мышечной массы и приведение себя в форму — процесс не быстрый. Углеводы служат не только для контроля веса, они также влияют на уровень сахара в крови, уровень инсулина, энергию, концентрацию и даже качество кожи. Ну вот, в частности, там уже повторяется все, что я озвучил. Так что, да, диетологи советуют, чтобы углеводов у вас было 45-55% от суточной калорийности. А также участники BTS рассказывают, что кардионагрузка помогала им не растолстеть. В общем, да. Такие у нас истории про то, как артисты набирали, сбрасывали вес. Ну и в целом, да, хорошо, что тут в статье указано буквально вот то, что я говорил. Переводчики или авторы статьи со мной солидарны в вопросе того, что не нужно уходить вот в эти экстремальные штуки, лучше качаться и плавненько заниматься рекомпозицией тела. Это когда вы уменьшаете количество жира, увеличиваете количество мышц, при этом сохраняете массу плюс-минус вот одну и ту же. Ваш ведущий, к примеру, сейчас весит 82-84, в зависимости от того, сколько воды он углеводами набрал. 1 грамм углевода задерживает 4 грамма воды. Вот. И чувствую себя прекрасно. Может быть, у вас есть какие-то интересные диеты, тоже можете описать. Какие-то не экстремальные, там, не понюхать лист виноградной лозы, там, утром, и потом не нюхать его 2 недели и пить одну воду. Такие диеты не надо описывать, а то кто-нибудь такой дичь повторит еще. И двигаемся дальше. Чимин и Чонгук рассказывают, что на них смотрели с жалостью. В чем дело, давайте подробней. 11 июня во время прямой трансляции на Reverse Чимин и Чонгук, участники BTS, с юмором поделились своим опытом во время военной службы. Оба были демобилизованы в этот день, начав службу вместе в декабре 23 года в 5-й артиллерийской бригаде пехотной дивизии. Чонгук начал разговор, объявив об их демобилизации, но признался, что ему все еще трудно выражать себя перед камерой. Он смеялся над своей неловкостью, говоря, что не помнит, что только что сказал и куда смотреть. По его словам, говорить об армии ему казалось еще немного странным после всего этого времени. Со своей стороны, Чимин подумал, что фанатам должно быть любопытно, поскольку они единственные участники BTS, кто проходил военную службу вместе. Он объяснил, что у них много анекдотов, которых можно рассказать, даже пошутив, что у них хватило бы материала на 10-серийную дораму, хотя это, вероятно, слишком много. Вспоминая свои первые дни, Чимин признался, что очень волновался перед призывом. Он рассказал, что почувствовал себя неважно, как только они прибыли в учебный центр, в то время как Чонгук, казалось, лучше справляется с ситуацией. В течение первых 5 недель Чимин часто чувствовал себя подавленным, но Чонгук очень поддерживал его, напоминая, что время пройдет быстро. Однако, когда они были назначены в своей чести, роли поменялись. Чимин объясняет: «Я очень волновался, что иду на военную подготовку. Чонгук, казалось, лучше справляется с ситуацией, но я каждый вечер после ужина изо всех сил старался держаться». Он продолжил: «Он мне очень помог, но после нашего назначения в части он сам начал испытывать трудности каждый день. На протяжении всей службы они черпали силы в своей дружбе, чтобы поддерживать друг друга». Чимин признался, что был удивлен, оказавшись на передовой. Он рассказал, что в день их перевода было очень холодно, вероятно, около минус 20. Бывший солдат сказал ему, что это была вторая самая холодная зима за 20 лет его службы. Чимин задавался вопросом, почему такая ситуация выпала именно им. Он добавил, что это было место, где нельзя было не ругаться постоянно. Он также упомянул их совместное решение. Он признался, что они пошли служить вместе, думая, что так будет легче вдвоем, но никогда не представляли, что окажутся на передовой. Все смотрели на них глазами полными жалости, словно задаваясь вопросом, почему они здесь оказались. В тот момент у них даже сил не осталось.
С самого начала их связь укреплялась, а они проводили все время вместе, без остановки разговаривая, в то время как другие оставались молчаливыми и серьезными, они были единственными, кто смеялся. И вот забавная история. Чимин и Чонгук даже рассказали, что их помощник-инструктор быстро сблизился с ними. Командир взвода, который был всего на 2 года старше Чимина, относился к нему как к брату, в конце Чимину казалось, что он для него как отец. Они были так близки, что даже их кровати находились недалеко друг от друга. Чимин вспомнил забавный момент перед сном. Он клал руки рядом с головой, когда вдруг слышал звук, который его его рука полностью немела. Однажды он проснулся от испуга и увидел Чонгука, спящего глубоким сном. На его руке оказалось, это он сам храпел. Чонгук, смеясь, добавил, что, вероятно, просто хотел опереться на Чимина. Они также поделились фотографиями, сделанными вместе в фотобудке во время BTS-феста, чтобы отпраздновать окончание их службы. Вот такие вот забавные, местами не очень забавные, но жизненные истории из армии от Чимина и Чонгука. Как они вам, пишите в комментариях. Поздравляем артистов с возвращением и двигаемся дальше. Далее у нас VS BTS делится армейскими воспоминаниями, давайте подробнее. 11 июня участник VS BTS порадовал фанатов, выложив в социальную сеть серию ностальгических фотографий со своей службы в армии. Подпись к публикации гласила: «Любите меня, ТТ, передавай настроение его армейского времени». Подборка фотографий позволяет взглянуть на его армейские будни и повседневную жизнь во время службы. На снимках он запечатлен в спортивном зале, сосредоточенно работающим над физической формой. Среди других снимков дружеские моменты со служивцами. Ви улыбается на групповых фото, показывая теплую атмосферу и настоящую привязанность, возникшую между ними. Пожалуйста, все фотографии на экране. Среди опубликованных снимков несколько моментов, отражающих повседневную жизнь Ви в армии. На одном из фото он запечатлен за чтением книги, на другом скрывает лицо за обложкой. Зимний снимок демонстрирует Ви рядом со снеговиком, улыбающегося на фоне снега. Несколько фотографий передают будни военной службы более непосредственно. Ви в форме и с армейским рюкзаком, на котором закреплен брелок в виде синего медвежонка, выглядывает в окно. На других кадрах он позирует на фоне ночного неба или находится в машине. Собственно, вот такая вот небольшая новость с большим количеством фотографий, которые частенько уже появлялись в новостных выпусках. Как они вам, пишите в комментариях. Поздравляем артиста с возвращением и двигаемся дальше. Далее у нас J-Hope из BTS, и неприятная новость, его песня признана непригодной для трансляции. Где и почему, давайте подробнее. Новый трек J-Hope из BTS Killing It Girl был признан непригодным для трансляции корейским общественным вещателем KBS. 11 июня KBS объявили результаты своей последней проверки контента для трансляции. Среди рассмотренных песен были 2 версии песни J-Hope Killing It Girl сольная и версия с участием американского рэпера Glorilla, она же Глория. KBS сослались на нарушение статьи 46 правил проверки трансляции, которая ограничивает контент с рекламными эффектами. Текст песни предположительно включает упоминание бренда, что сеть считает потенциальной формой рекламы. Хотя в настоящее время трек признан непригодным по правилам KBS, решение не является окончательным. Если лейбл или исполнитель изменит или удалят проблемный контент, они могут запросить повторную оценку. Killing It Girl — это хип-хоп трек, который передает острые ощущения от влюбленности. Песня также знаменует собой последний релиз в проекте сольных синглов J-Hope, завершая его нынешнюю эру. Ну и релиз уже состоялся, да. Из 125 песен, рассмотренных KBS в этом раунде, 117 были признаны подходящими, 7 непригодными, а одна была исключена из оценки. Не очень приятная новость. Так сказать, как сказать, однако есть другие платформы стриминговые мировые, в том числе и YouTube с клипом. Так что, думаю, свою аудиторию он сможет найти, несмотря на вот эти запреты. Да и к тому же я не думаю, что песню станут менять из-за того, что хоть и большая вещательная компания, но тем не менее только южнокорейская заблокировала. J-Hope всего хорошего, двигаемся дальше. Далее у нас снова V из BTS, фанаты замечают его изменения, давайте подробней. Ким Тэхён, также известный как V из BTS, завершил свою военную службу 10 июня. Многие отметили, что его тон стал спокойней, а манера поведения более уравновешенной, чем раньше. В социальных сетях пользователи подчеркнули, что он стал говорить медленнее и выглядеть более задумчивым. А один фанат в Иксе прокомментировал: «Тэхён сказал, что стал сильнее во время военной службы и больше не терпит несправедливости, особенно в профессиональной среде. Хайп, с вами покончено». Несколько фанатов также поделились своими ощущениями от его новой зрелости. Например: «Друзья, мне кажется, Тэхён так сильно повзрослел, его манера говорить теперь совершенно иная, он стал настоящим мужчиной. Но что же случилось в казарме?» Другой добавил: «Все говорят, что Тэхён повзрослел, это правда, но можем ли мы также говорить о мощной ауре, которую он излучает? Не пугающий, а в хорошем смысле, его слова теперь имеют настоящий вес. Он такой крутой, идеально адаптировался к этой среде, и теперь он вернулся как наш ТТ». Новая осанка и уверенность. Еще один комментарий. Не знаю, чувствуете ли вы тоже, но это то, как Тэхён ходит, говорит, держится сегодня, он стал гораздо более зрелым, его аура стала намного сильнее, его осанка, его манера выражаться, все в нем невероятно притягательно. Я в шоке! Тэ посмотрел на персонал прямо в глаза и спросил: «Есть еще что-нибудь?» Я обожаю эту новую эру, и это только первый день.
Ким Тэхён стал более уверенным и зрелым. Он был прав, сказав, что использовал это время для роста и размышлений. Я с нетерпением жду, чего он добьется с этого момента. Желаю ему только успехов и счастья. Тэхён начал военную службу в декабре 23 года и служил около 18 месяцев. Он вошел в состав команды специальной миссии военной полиции 2-го корпуса, базирующейся в Чунчхоне. После демобилизации Ви сказал следующее: прежде всего, военная служба дала мне время для размышлений и самоанализа, как физического, так и ментального. Думаю, этот период помог мне перестроиться. Сегодня я восстановился как физически, так и ментально, и я очень хочу вернуться к армии как можно скорее. Ну вот, такие вот мнения у людей, вот такой комментарий от Тэхёна в конце. Что вы думаете, пишите в комментариях, изменился артист или нет. С другой стороны, никто же из вас лично его и не знает, в плане там вот, не стоял с ним в одном помещении, не общался, поэтому... Насколько он сильно изменился, думаю, может знать только сам артист, и изменился ли он вообще. Но с другой стороны, всего ему хорошего, и двигаемся дальше. Ви из BTS и одна известная танцовщица снова зажигают вместе. Давайте подробней. 11 июня южнокорейская танцовщица Ли Чон Ли опубликовала 2 видео, на которых она танцует вместе с Ви из BTS. Первое видео — танцевальный челлендж Wataco Know About Me от Glorilla и Sexy Red, второе Don't Drop That Ton ремикс 98 BPM от D-Mix Masters. Эти видео быстро покорили фанатов, которые были впечатлены танцевальным талантом Ви и заметным взаимопониманием, прям жирно выделено, дуэта. Этот дуэт уже танцевал в ноябре 2024 года, выложив челлендж What's Your Fantasy от Ludacris и Шауна. Что сделало это новое возвращение еще более ожидаемым. После выхода этих видео фанаты захотели, чтобы Ви открыл аккаунт в TikTok. Они надеются, что таким образом смогут чаще наслаждаться его танцевальными челленджами, по примеру того, что делает J-Hope в социальных сетях, вот что пишут. Тэхён, пожалуйста, открой аккаунт в TikTok и выкладывай больше танцевальных видео, я тебя умоляю. Он так усердно работает для нас, я согласна, ему действительно нужно прямо сейчас создать аккаунт в TikTok. Может, он немного отдохнет, серьезно, пойди, поспи, пожалуйста. Тэхён больше не в армии, но он продолжает служить. Это безумие, он такой сексуальный, такой атлетичный, невероятный танцор, а Ли Чон отличный хореограф. А они так мощно продвигают танцевальную линию Тэхёна. Мы не выживем после окончания службы Ви в армии. Это безумие, он сумасшедший, я схожу с ума. В декабре 23 года Ви начал обязательно военную службу, но об этом вы и так уже знаете. Ну, в общем, такая вот коллаборация. Как она вам, пишите в комментариях. Ну, возможно, артист заведет аккаунт в TikTok, может быть, не заведет. Тут уже как карта ляжет. По-моему, это не является обязательным требованием в контракте айдола заводить TikTok. Ну, кроме того, вести TikTok тоже какая-никакая ответственность. А чем больше ответственности, тем больше возможности где-то там проколоться условно, что-то не то выложить. Поэтому, может, оно того и не стоит. Но, в любом случае, артисту всего хорошего, двигаемся дальше. А далее хорошая новость про J-Hope, и Чонгук тут тоже появится, давайте подробней. Чонгук из BTS появился на сцене всего через 2 дня после окончания военной службы. 13 июня Чонгук выступил на бис-концерте мирового тура J-Hope Tour Hope on the Stage Final, который прошел на стадионе Гуян Sports Complex в Кояне, провинция Кёнгидо. Чонгук был демобилизован 11 июня и вернулся к гражданской жизни. Он появился во время своей партии в песне I Wonder из специального альбома J-Hope Hope on the Street Volume 1, в записи для которой он принимал участие и спел ее вместе с J-Hope. Внезапное появление айдола вызвало взрыв аплодисментов на стадионе. Несмотря на долгое отсутствие на сцене, Чонгук умело исполнил песню. Он также обнял J-Hope. Это песня для фанатов, основанная на электрофанковом звучании, передающая искреннее желание J-Hope наслаждаться каждым моментом вместе. Она передает чувство к армии. Закончив выступление с этой песней, J-Hope поблагодарил Чонгука, сказав: «Я был очень тронут тем, что ты захотел присоединиться к моему финальному концерту сразу после демобилизации». Чонгук показал слегка взволнованный вид, сказав: «Я очень нервничал за сценой, я очень сильно скучал, сейчас у меня ступор в голове. Я не уверен, должен ли я здесь быть». Когда J-Hope посоветовал ему: «Успокойся и почувствуй эту атмосферу», Чонгук засмеялся, ответил: «Старые воспоминания возвращаются, но это как будто в первый раз». Позже Чонгук исполнил свой первый официальный сольный сингл Seven, который занял первое место в главном сингловом чарте Billboard Hot 100. J-Hope, который ненадолго покинул сцену, исполнил часть трека, который в оригинале исполняет американская рэперша Латта, что добавило выступлению особый оттенок. Пожалуйста, фотографии прилагаются. Кроме того, на концерте были еще Джин, Ви, РМ, Шуга и Чимин. Получается, все пацаны были на месте. Что ж, прекрасная новость. Может быть, вы видели само выступление каким-то образом, пишите в комментариях. Артистам всего хорошего, Чонгука поздравляем с возвращением и двигаемся дальше. А далее у нас Джин, который почувствовал что-то на концерте J-Hope. Что же он почувствовал, давайте подробней. Участник BTS Джин неожиданно появился на сцене во время сольного концерта J-Hope. Вечером 13 июня в 19:00 состоялся первый день анкор-концерта мирового тура J-Hope под названием Hope on the Stage Final на стадионе Гуян Sports Complex в Каяне. За 2 дня концерты посетили в общей сложности 54 тысячи человек.
Первой песней во время анкора была Spring Day. Именно тогда на сцене появился старший участник BTS Джин, чтобы поддержать публику. Он исполнил Spring Day вместе с Джей Хоупом, сказав: «Я смотрел оттуда, и Джей Хоуп выглядел таким крутым, я был в шоке», и добавил: «Я чуть не побежал домой с мыслью, а могу ли я тоже подняться на сцену?» демонстрируя волнение. Джей Хоуп отметил: «Сегодня особенный день, 13 июня, и с нами здесь Джин Хён, я очень тронут, огромное спасибо Джин Хёну за то, что сам предложил присоединиться к нам. Я просто хочу сказать спасибо», Джин ответил. «Я благодарен». Джей Хоуп затем спросил: «Как ты себя чувствуешь, Джин Хён, будучи снова на сцене?» Джин ответил: «Прошло так много времени с тех пор, как я стоял на такой большой сцене». Джей Хоуп заметил: «Разве ты не выступал здесь с Coldplay?» И Джин ответил: «Да, я действительно выступал на этом месте месяц назад. Я так волнуюсь, стоя снова перед фанатами. Я оценю то, что ты дал мне такую возможность». Джей Хоуп сказал: «Нет, я действительно благодарен, что ты здесь в такой прекрасный день. На самом деле мы не можем отпустить Джина Хёна вот так. Нам нужна еще одна песня. Я был бы очень признателен, если бы ты показал, что хочешь. Само твое присутствие делает меня счастливым». Джин, оставшийся на сцене один, поделился: «Разве 13 июня не дата дебюта? Я почувствовал, что должен выступить, и сам попросил Джей Хоупа разрешить мне выступить». Затем он исполнил заглавную песню Don't Say You Love Me из своего мини-альбома Эхо. Ну и дальше там появился Чонгук, который спел дуэтом с Джей Хоупом. Это была предыдущая новость, ну, хронологически, может быть, они местами поменялись, но это не влияет на их качество. И на концерте присутствовали все участники группы, стоит это отметить. Возможно, кто-то еще из участников BTS вышел на сцену и выступил, пока у меня этой информации нет, но может она появится дальше в выпуске или не появится. В любом случае, молодцы, и двигаемся дальше. Кое-кто выражает любовь и уважение к Джей Хоупу, давайте подробней. Певица и актриса Ом Чон Хва продемонстрировала трогательные отношения с участником BTS Джей Хоупом. 13 октября Ом Чон Хва опубликовала несколько селфи с Джей Хоупом в своих личных социальных сетях, написав: «Джей Хоуп было так очень здорово, очень-очень». На фотографиях Ом Чон Хва, похоже, смотрит концерт на бис мирового турне Джей Хоупа, который прошел в тот же день на главном стадионе Гуян Спортс Комплекс в Рисан-Сонгу, Гуян, провинция Кёнгидо. Она ярко улыбается в камеру, прикрепив фотокарточку Джей Хоупа к колбу. Кроме того, певица встретилась с Джей Хоупом в гримерке и обняла его за плечи, демонстрируя необычные отношения старшего и младшего коллеги по музыкальной индустрии, согревая сердца зрителей. Фотографии прилагаются. Тем временем Ом Чон Хва появится в новой дораме ENA «Моя драгоценная звезда», которая выйдет в эфир примерно в августе этого года. Ну, в общем, у артистки все прекрасно, и у Джей Хоупа тоже. Что сказать, коллеги по цеху поддерживают друг друга, и это прекрасно. Надо держаться вместе, индустрия хоть и кажется огромной и большой, но с другой стороны работает там не то чтобы очень много людей, но при этом очень много. Вот такая вот у нас индустрия Шрёдингера. И двигаемся дальше. Далее Чонгук из BTS извиняется за какой-то слоган политический, давайте подробней. Недавно демобилизованный участник группы BTS Чонгук 13 июня появился на репетиции 2025 BTS Festa, своим первым после службы мероприятий, в кепке с надписью «Make Tokyo Great Again», «Сделаем Токио великим снова», что ожидаемо вызвало шквал критики. Очевидно, что эта фраза заимствована из лозунга Дональда Трампа и в последнее время активно используется корейскими политиками правого толка. Фраза также распространилась и в Японии. Пожалуй, наиболее известным примером является губернатор Токио Коики Юрико, который часто ссылается на Трампа, говоря о приоритете Токио, и иногда использует лозунг «Make Tokyo Great Again» в своей кампании. Если всего этого не хватает, чтобы показать, насколько этот образ неудачен, стоит добавить, что этот лозунг используют в Японии националистические и антикорейские организации, а сама Коики предположительно имеет связи с группой ненависти Дзайтокукай, ультраправой организации, которая стремится положить конец предполагаемым привилегиям, предоставленным Дзайнити, этническим корейцам, эмигрировавшим в Японию до 1945 года, и отказывается признавать такие события, как нехорошие события в Канто. Бренд Basics, который выпустил эту кепку, в настоящее время активно рекламирует ее, заявляя, что Чонгук помог ее продать. Ну, то есть, увеличил продажи. В ответ на критику Чонгук опубликовал сообщение на Weverse. «Здравствуйте, это Чонгук. Мне тяжело писать это после долгой разлуки с вами. Я искренне извиняюсь за разочарование и неудобство, которое причинил многим людям фразы на кепке, которые носил во время репетиции сегодня. Я серьезно отношусь к тому, что разочаровал и обидел многих, не полностью убедившись в исторической и политическом значении этой фразы. Мне просто жаль, никаких оправданий нет, я был недостаточно хорош, я был неосторожен. С этого момента я буду более глубоко обдумывать свои действия и действовать более взвешенно. Я с почтением приму как критику, так и осуждение моей ошибки. Кепка была немедленно выброшена. Еще раз прошу прощения». В комментариях на Weverse под извинениями Чонгука фанаты поддержали артиста и просили не беспокоиться за ситуацией, в то время как на форумах ВК люди крайне критично отнеслись к произошедшему. Вот мнение людей, естественно, по ролям озвученные как обычно. «Ох, зачем он это надел?
Мага лучше! Я фанатка, но текст кажется мне проблемным. Чонгук, извинись и подумай над произошедшим. Фанаты не... Надо безумно его защищать. Я схожу с ума, о чем он вообще думал? Заставляет задуматься, не платил ли он за нее сам. Хотел бы, чтобы он вернул свою национальную награду, как предатель страны может быть награжден национальной наградой. Если бы было написано про Корею, мы бы поняли, но почему Токио? Из-за того, что он такой привлекательный, это шокирует еще больше. Люди также высказали о позиции бренда Basics в этой ситуации. Худшие. А он правда-то хорошо их прорекламировал. Как вы можете это объяснить? Что за негативное влияние зацензуренное слово? Даже если бы он не знал, что это слоган правых и Трампа, зачем бы ему покупать и носить что-то со словами «Сделаем Токио с великим снова», заставлять серьезно задуматься о его убеждениях? Это так бездумно. И многие другие комментарии антиподдержки. Недавно прошли досрочные выборы президента Кореи, в период которых звезды старались не использовать цвета и жесты, которые могли бы стать намеком на одного из кандидатов. Ну, так, например, Карина и рэпер Бензина подверглись критике за фотографии с красной одеждой и приносили извинения. На фоне этого ситуация с кепкой Чонгука воспринимается особенно остро. Вообще у Японии и Кореи давно есть конфликты из-за того, что японцы одно время делали с корейцами. Это очень долгая история, ее разбирали на политических каналах, мы здесь политику стараемся вообще не трогать, вот как, насколько это вообще возможно, но вот сегодня затронули чуть-чуть в этой новости. Наверное, это был очень необдуманный поступок, все-таки учитывая вот исторические вот эти вот проблемы между японцами и корейцами, которые до сих пор остаются, хотя мы уже живем в современном обществе более-менее, но все равно остаются вот эти вот отголоски прошлого, потому что никто ничего не забыл, все помнят. Непонятно, повлияет ли это на карьеру артиста или нет. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы не повлияло, и будем, конечно, надеяться, что это просто вот такая вот ошибка, ну, каждый может зайти не в ту дверь. Но, с другой стороны, что вы думаете, пишите в комментариях. В целом, наверное, если он гражданин Южной Кореи, такое носить все-таки не совсем стоит. С другой стороны, как бы у нас свобода мысли, ну, сложная ситуация, сложно. Занимать чью-то сторону я явно не буду, однако, как минимум, странно, что он надел такую кепку. И что вы думаете, пишите в комментариях. Двигаемся дальше. Чонгук на недавнем концерте Джей Хоупа всех очень сильно удивил, но кое-чем не связанным с вокалом, давайте подробней. 13 июня Чонгук совершил грандиозное возвращение на сцену, вызвав волну эмоций у фанатов по всему миру. После демобилизации Макна BTS вышел на сцену, чтобы присоединиться к Джей Хоупу во время его концерта, исполнив их дуэт I Wanda, а также сольный хит Seven. Этот долгожданный момент стал важным этапом в его возвращении. Но это еще не все. Интернет-пользователи быстро заметили удивительную деталь во время выступления. Одетый в белую майку, Чонгук демонстрировал ранее невиданную татуировку на груди. Цветной рисунок, который никогда прежде не появлялся даже на его фотографиях без рубашки. Это открытие мгновенно взбудоражило сообщество армии, всегда внимательное к малейшим новостям о своем айдоле. Социальные сети быстро распространили отрывки этого дуэта, а также энергичное исполнение Seven, где Джей Хоуп взял на себя рэп-часть, подарив момент сильного взаимодействия между двумя артистами. Это сценическое возвращение, а также новая татуировка предвещает захватывающий период для BTS и армии, которые с нетерпением ждут полного воссоединения группы для продолжения их проектов. Что вы думаете о новой татуировке, пишите в комментариях. Ну, мое отношение к татуировкам остается как и было. Я их на себе не ношу, на других мне все равно. Вот. Сделал себе человек рисунок на теле, ну, сделал и хорошо, значит хотел. Лишь бы рисунок был красивый и выполнен профессионально, чтобы никаких там заражений не произошло, крови и так далее. Так что мое мнение абсолютно нейтральное, но может быть у вас есть другое, может вы скажете, как он смеет или какая классная татуировка. Что угодно пишите, лишь бы в адекватной форме. То есть вам может не нравится, может что-то нравится, просто выражайте мысли грамотно. Чонгуку в любом случае всего хорошего и двигаемся дальше. Между делом появился рейтинг репутации мужских групп от Корейского института бизнес-исследований, и вот он. Список с 30 места, погнали. 30 место Treasure, 29 Shinhwa, 28 ONF, 27 2PM, 26 TVXQ, 25 VIX, 24 Zero Boys One, 23 101, 22 B2B, 21 Astro. 20 Rise, 19 Fantasy Boys, 18 Monster X, 17 Infinite, 16 ATEEZ, 15 Winner, 14 Super Junior, 13 NCT, 12 N-Hyping, 11 EXO, 10 V-Boys, 9 Boy Next Door, 8 Highlight, 7 TXT, 6 TWS, 5 Stray Kids, 4 Shiny, 3 Big Bang, 2 BTS и 1 Seventeen. Всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья и двигаемся дальше. А далее у нас V's BTS зажигает на концерте. Давайте подробней. 13 июня Ким Тэхён, также известный как V's BTS, был замечен среди зрителей в первый день заключительного концерта мирового тура J-Hope Hope on the Stage Final, который состоялся на главном стадионе спортивного комплекса Коян.
К Тэхиону присоединились другие участники группы: RM, Джин, Шуга, Чимин и Чонгук. Это создало эмоционально трогательную сцену для фанатов по всему миру, поскольку все 7 участников BTS воссоединились, чтобы отпраздновать 12-ю годовщину. Излучая чистую радость и высокую энергию, Тэхион восторженно танцевал и взаимодействовал с публикой на протяжении всего выступления Джей Хоупа. Его яркое настроение отражало беззаботный и праздничный дух, пока он наслаждался вечером вместе со своими товарищами по группе. Фотографии прилагаются. Он также поделился фрагментами концерта в своем запретграмме, которые дали фанатам возможность окунуться в электризующую атмосферу вечера. Социальные сети быстро заполонились вирусными видео и фотографиями, сделанными фанатами, на которых Тэхион танцует под энергичный сет Джей Хоупа. Фанатов особенно порадовали игривые и нежные моменты между участниками. В целом, вот такая вот небольшая история. Что можно сказать? Здорово, что все они были вместе, тут осталось еще пару недель, и уже официально все будут вместе на гражданке. Так что, всего хорошего всем артистам. Такой у нас сегодня был выпуск новостей, как видите, их достаточно много стало. Про одну группу уж точно, ничего против не имею. Мы здесь обсуждаем самое актуальное в кей-поп индустрии, так что все стараюсь захватить, что только могу. Тем не менее, если вы смотрите в первый раз или без подписки, то обязательно подпишитесь. Это, во-первых, покажет, что вы уважительно относитесь к контенту, во-вторых, вы сможете всегда быть уверены в том, что получите адекватные новости, пускай не день в день, секунда в секунду, но хотя бы после хоть какой-то проверки из официальных источников. Чем я и занимаюсь, поэтому стабильный график вторник-четверг, вторник-четверг. Вот, что еще хотел сказать. Да, обязательно подписывайтесь. С вами, как обычно, был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. Как обычно, поговорим о том да сём. Самый свежий релиз, вот он здесь на экране. Сейчас уже в процессе завершения следующего. Будет что-то такое летнее, жаркое, намекаю. Можете переслушать Яблоки и Манго. Но не будет в ту же степь, но просто летняя жаркая композиция. Хотя, может быть, и Яблоки и Манго там как-то связаны. Кто знает. В любом случае, да, самый свежий релиз на экране, и на канале MP Entertainment вся моя музыка выходит. Моего производства, композиторства и продюсирования и так далее. Что еще? Стрим у нас будет в конце августа, я думаю, ближе к концу, когда я съезжу наконец-то в отпуск свой двухнедельный, которым я мечтал 2 недели выходных. Добби будет свободен, но все равно запишет вам новостной выпуск из Латвии. Потому что не могу вас оставлять без новостей. Но это я так заранее закидываю. Все равно потом еще перед обязательно расскажу. Также постараюсь успеть за это лето 3 оставшихся биографических ролика про 3 оставшихся участников BTS, а дальше буду очень плотно думать, нужна ли эта рубрика вообще на канале. Она очень трудозатратна, и ее единственный способ выпускать — это когда я в отпуск уезжаю. Да, у меня он бывает. Что еще? Как обычно, большое спасибо тем прекрасным людям, которые сидят до конца, смотрят целиком, вы прямо супер-мега уважительные. Сейчас, возможно, будет сцена после титров, возможно, не будет. Выпуски и так стали огромными, здоровыми, как пельмень, поэтому, может быть, сцены после титров будут куда реже. А может и нет, кто знает. Вы не поверите, что сейчас произойдет. Это сцена после титров. Давайте приступим. Итак, появилось неожиданное дополнение к истории про Чонгука и ту самую кепку, которая вызвала уйму вопросов. Комментарии бренда давайте подробней. 13 июня Чонгук совершил долгожданное возвращение на сцену в качестве специального гостя на сольном концерте Джей Хоупа в Сеуле. Но еще до начала выступления закулисная фотография привлекла всеобщее внимание. На ней айдол запечатлен в черной кепке с надписью «Make Tokyo Great Again». Снимок быстро распространился в сети. Лозунг, неизбежно вызывающий ассоциации с «Make America Great Again» Дональда Трампа, вызвал удивление и даже дискомфорт у некоторых корейских пользователей сети, а особенно из-за чувствительных исторических отношений между Южной Кореей и Японией. Через несколько часов после начала скандала японский бренд Basics, который создал данный дизайн, опубликовал заявление на своей странице, цитата: «Мы приносим наши искренние извинения тем, кто почувствовал себя некомфортно. Тем не менее, мы верим в свободу самовыражения через моду. Этот дизайн не имел никаких политических намерений, это был знаковый способ выразить нашу надежду на процветающую модную сцену в Токио». Сообщение было направлено на снижение напряженности, подчеркивая, что концепция кепки не несла политического послания, а являлась художественной амбицией в мире японской уличной моды. Собственно, на данный момент по данному вопросу вся информация была озвучена. Дозаписываю я это 16 июня, то есть все, что будет дальше, в следующем выпуске. В принципе, возможно, они так и имели в виду, возможно, нет, возможно, это оправдание. Кто же знает, правду мы с вами, возможно, не узнаем никогда, но, тем не менее, будем надеяться на лучшее и двигаемся дальше. Фанаты осуждают ютуберов за попытку вторжения в дом Чонгука.
Давайте подробней. Новая волна возмущения охватила сообщество BTS и кей-поп-сцену после попытки проникновения в дом Чонгука, случившейся всего через несколько часов после его демобилизации из армии. Этот инцидент вновь вызвал критику в адрес некоторых онлайн-контент-мейкеров, которых обвиняют в раскрытии мест, связанных с участниками группы, что ставит под угрозу их личную жизнь. Индийский инфлюенсер Пи, проживающий в Южной Корее, регулярно публикует видео, демонстрирующие места, связанные с жизнью участников BTS. Однако после инцидента, произошедшего 12 июня 2025 года в районе Йонсан-гу, Сеула, когда женщина попыталась незаконно проникнуть в дом Чонгука, она столкнулась с волной резкой критики. На ее канале можно найти видео с провокационными и дезинформирующими заголовками, такими как, цитата: «Я переезжаю в здание, где живут Чонгук и Джей Хоуп из BTS. Я посетила район Чимина и РМ из BTS. Я посетила дом Чимина и Чонгука из BTS». Многие фанаты считают, что подобные видео могут провоцировать навязчивое поведение и ставить под угрозу безопасность айдолов. В социальной сети X один пользователь возмутился: «Те, кто снимает видео рядом с домами участников, должны быть привлечены к ответственности. Это ютуберша нормализует такое поведение. Их дом — это не туристический объект. Некоторым действительно пора это понять». Некоторые члены сообщества армии даже требуют удаления этой ютуберши с платформы, ссылаясь на этические проблемы и необходимость защиты имиджа группы. Вот несколько комментариев. «Этого недостаточно. Культура отмен должна быть направлена на проблемных людей. У нее больше не должно быть платформы для ее видео». Почему нельзя просто наслаждаться Сеулом, не стремясь прибиться к этим парням? Эти ютуберы жаждут кликов и хайпа, таких людей нужно банить. Я боюсь, что имидж армии будет испорчен из-за нее. Нас могут представить как одержимых фанатов и сталкеров, что только вредит нашему сообществу. Мне надоели ее глупости, она выслеживает айдолов и использует это для монетизации. Это опасно и безответственно. Те, кто ведет себя так, должны быть привлечены к ответственности. Как они могут нормализовать преследование, при этом извлекать из этого выгоду? Это полное отсутствие морали. Продолжать сообщить о таком поведении. Люди должны перестать поощрять харассмент. И многие другие комментарии. Это не первый случай, когда кей-поп-сообщество мобилизуется против неправомерных действий. В прошлом создатель контента Оли Лондон вызвал бурную реакцию, перенеся пластические операции, чтобы стать похожим на Чимина. Других, например, ютубера Дэйва обвиняют в использовании обманчивых заголовков и сомнительного контента ради просмотров. В случае с Чонгуком арест женщины произошел всего через несколько часов после его официальной демобилизации из армии, которую он проходил вместе с Чимином в составе 5-й артиллерийской дивизии Южной Кореи. Поскольку участники BTS постепенно возобновляют свою деятельность, фанаты призывают уважать их частную жизнь и более этично относиться к потреблению онлайн-контента. Что вы думаете о влиянии таких авторов на личную жизнь знаменитостей? Пишите в комментариях, я уже говорил. И позиция канала остается такой же: уважайте артистов, не лезьте в жизнь вообще кого бы то ни было. Это ж приватная частная жизнь. Ну, как, например, дом кого-либо или соцсети, попытки взломать, ну и так далее. Я думаю, что адекватных людей больше, просто у неадекватных больше свободного времени и даже не знаю, чего там еще. Не будем озвучивать вслух, а то мало ли такие слова на ютубе говорить нельзя. Конечно, печально, но, к сожалению, все, что с этим можно сделать, это приостанавливать поток подобного, но все равно будут находиться новые люди, которые будут пытаться вот так вот делать. К сожалению. Так что артистам всего хорошего, в том числе вышеупомянутому Чонгуку, будем надеяться, что справедливость хотя бы начнет тянуть чашу весов в свою сторону. И такая у нас была небольшая сцена после титров, фактически являющаяся дополнением, записанным 16 июня. Так что всем спасибо, кто смотрел до конца.